Хорошо. Сейчас я подумаю, может, что-нибудь пропустить. Да, пожалуйста. Э, Вот интересный вопрос. Что тебе не нравится в русских людях и какой плохой стереотип о русских людях это на самом деле правда? М, Распиздяйство, если Русские другими словами. распиздяи. Я Ну, с тобой согласен. мы с тобой говорили немножко за кадром в прошлый раз о том, что у тебя был опыт, скажем, в других странах Да-да-да. ближнего зарубежья, и тебе показалось, что там намного все хуже. И не только в странах ближнего зарубежья, но и в принципе в других странах. Сейчас, Хорошо. извини, я тебя в самом начале перебил, у меня просто такой диссонанс произошел. Я-то с тобой согласен, если судить, знаешь, глядя только на эту страну. Но Мгм. если смотреть на весь мир, я в Если, какой-то да, момент сравнивать, понял. да, возможно, если сравнивать со всем миром, но я думаю, что и даже сравнивать с той страной, в которой я сейчас живу, может быть, не так все плохо, но вот это наша на авось, это реально большая проблема. Давай Потому что попробуем объяснить, что это значит. Мне кажется, никто не понял, что значит распиздяйство и на авось. Это это же как? любимое слово моего отца. Он меня всегда называл Серега, ты распиздяй. Понимаешь? Да, я думаю, что мне никогда отец больше так, он никогда не использовал какие-то другие плохие слова. Вот, ну, может быть, какие-то были, но вот это было самое топовое слово, я думаю. Вот. Я думаю, что если использовать более какой-то конкретный простой язык, это, наверное, безответственность, это не желание серьезно относиться к твоим обязанностям, это то, когда ты считаешь, что, ну, можно сделать что-то не прям очень хорошо, и этого будет достаточно. Вот, что у нас нету... Очень часто это правда. Нет, я не говорю, что это нужно прям во всем, да. Мгм. Тебе нужно, ну, допустим, когда люди строят дом, то тут или когда люди лечат здоровье человека, Мгм. видишь, тут как бы вот я считаю, что нельзя просто так, знаешь, сказать, да, и так сойдет. Да. Мы тебе рак на 80% вылечили, да, остальное ты уж сам как-нибудь разберешься. Да-да-да-да-да. Вот. Да, я думаю, что, опять же, я не хочу говорить, что этот минус, он, так сказать, делает нас какими-то, не знаю, ущербными, потому что у нас есть свои преимущества с этим минусом, да. То, что у нас есть вот это, как я сказал, наша расхлебанность, наше распиздяйство, да, оно тоже дает силу в том, что в ситуациях, когда какое-то распиздяйство произошло, возможно, не по твоей вине, мы можем быстро сориентироваться и понять, как это исправить. Да, у нас есть вот эта смекалка работать в нестандартных ситуациях, потому что мы любим сами создавать эти нестандартные ситуации. Тогда как, скажем, многие люди, которые, опять же, вот говоря о японцах, говоря о немцах, ну, это чисто эталон, да, то есть, ну, опять же, не все немцы, не все японцы, но, в общем, мировой эталон стандарта качества, да, Мгм. потому что, допустим, я про японцев знаю, ну, чуть меньше, с немцами я знаком побольше, потому что я изучал немецкий, просто у людей есть вот такое внутреннее желание оптимизации всего и вся, и желание, чтобы все работало хорошо. Мгм. Понимаешь? И как бы я понимаю, что если говорить о машине, я хочу, чтобы у меня была немецкая машина. Но хочу ли я иметь немецкую жену или немецкого друга, который будет меня всегда, извиняюсь, опять же, доебывать по каким-то вещам, потому что я вот не сделал что-то идеально, да, в моей жизни. Я не уверен, понимаешь? Или Мгм. если бы я жил на немецкой улице в Германии, я не знаю, там забыл какую-то маленькую вещь сделать, и там все бабушки по соседству на меня написали в полицию, понимаешь? Мгм. То есть тут как бы уже идет такой перегиб, вот. Но я думаю, что именно из-за того, что мы, видишь, не стараемся какие-то вещи доводить до конца, опять же, мы не хотим говорить о политике, но
Я думаю, что это тоже с этим связано. Потому что если бы мы все-таки старались быть более ответственны в этом, все-таки разбираться, пытаться, вот опять же, в той же в Германии, да, там, блин, на каких-то маленьких деревнях, там все бабушки, дедушки, они сидят, они разговаривают, они обсуждают, они там голосуют по поводу каждого маленького вопроса, а у нас, как правило, люди такие, ну, там разберутся, что мы со своим мнением, кто мы такие. То есть людям, в принципе, часто... Извиняюсь. Людям часто похуй. И вот похуизм, другое слово, кстати, Похуизм. Не одно и то же. Да. Распиздяйство и похуизм не одно и то же, но очень часто ведут к похожим результатам. Да. Вот. Да, это, к сожалению, я считаю, самая плохая черта нас. Хорошо было бы ее убавить не на 100%, но, по крайней мере, процентов так на 60%. Чуть-чуть все-таки оставить, да. Но, да. Я с тобой одновременно и согласен, и не согласен. Согласен, Хочешь потому выразить? что... Потому что это реально ведет к проблемам иногда. С другой стороны, мне кажется, что похуизм — это наша сила. И то, что делает нас... то, что дает нам возможность выживать там, где выжить иногда, не подразумевается. Я тебе об этом сказал, да. То, что мы очень адаптивные люди. Да. Мы очень сильно можем, так сказать, подстраиваться под ситуации, которые другие, опять же, вот, я не договорил про то, что в Германии люди, когда они оказываются в ситуациях, когда все идет прям вот, неорганизованно, все идет из рук вон плохо, очень люди часто теряются, потому что и тут не так, как надо, и тут не как надо. А что делать? Потому что все как бы не настроено. А наш мозг, он как будто вот в таких ситуациях чувствует себя как дома. Мы такие, да тут же понятно, как это решить все. Да ты присядь, да ты садись. Да. Понимаешь? Сейчас мы все сделаем. Сейчас все сделаем, понимаешь? И это на самом деле сила многих стран. Даже тот же Вьетнам. Я считаю, что у них... Мы с вьетнамцами, вот как ни странно, очень сильно похожи. Мы очень разные, но в этом мы похожи. То есть эта страна, я считаю, вообще Вьетнам, это страна кастомайзинга. То есть они все вот делают на коленке, и иногда это получается охрененно, а иногда полная ерунда. То есть тут как бы, да, и они тоже очень быстро адаптируются под все, под меняющиеся события. Блин, сколько этот народ перетерпел, я думаю, нашим даже, им можно позавидовать на самом деле. То, что вьетнамцы, это не вот то, что мы знаем про историю Вьетнама, это то, что была война, да? Мы недавно. Ничего не знаем про историю Вьетнама. Но там было 1000 лет оккупации в Китае. Понимаешь, почему как бы сейчас вьетнамцы любят американцев, но не любят китайцев, да? То есть, казалось бы, Америка так много сделала плохого. Да, американцы были 5 лет. Сколько лет тут были китайцы, понимаешь? Вот, поэтому, да, то есть, просто хочу сказать, что да, это наша сила и это наша слабость. Да, согласен. Так и есть. Почему-то историю вспомнил, не знаю почему. Один раз ехал автостопом из Москвы до Новгорода. И большую часть маршрута я проехал вместе с дальнобойщиком. У него такая здоровая такая фура была, здоровый грузовик. Он вообще всю Россию объездил. И вот кофе мне предложил, или не кофе, что-то он мне предложил. Там, я с девушкой бывшей тогда ехал, мы вместе ехали автостопом. Мы ему бутерброды, а он нам кофе и сигареты. И что-то надо было разогреть на газовом баллоне. И вот мы сидим в этой кабине, и он прям в этой кабине такой начинает газовый баллон включает, и там что-то протекает, и, газ попадает прям на сам баллон и воспламеняться начинает. И я такой в ахуе сижу, я не знаю, на девушку смотрю, на дверь смотрю, я уже готов выскочить, у меня инстинкт самосохранения. И это все на ходу? Это все на ходу? Не-не-не, это мы остановились. Хорошо. И я такой уже готов выскочить, я думаю, сейчас, он взорвется, этот газовый баллон. А он, этот чувак, дядя Сережа его зовут, кстати. Дядя Сережа сидит
и ничего не делают. Я говорю: дядя Сережа, у вас баллон горит. Я говорю: у вас сейчас баллон взорвется, мы умрем. Он говорит: да ладно, волков. Он мне говорит: волков боятся, в лес не ходить. Да, блядь. Ой. Ну, Да, короче, это- как-то руками он его затушил, и нормально все было. М. Нет, я с тобой абсолютно согласен. То есть, как бы логичное поведение в этой ситуации было, ну, выбежать из машины, что-то пытаться там огнетушитель найти, да? Но, может быть, это вызвало бы больше проблем. Кто знает. Может быть, если бы он вот так вот просто рукой не похлопал, да, то есть, как бы самое так сказать, самое логичное решение не всегда самое правильное. Иногда такие... Но, опять же, я считаю, что это тоже как бы... С другой стороны, может быть, вам просто повезло. Может быть, кто потому знает. что он Может начинал быть. гореть. Если бы ваша общая карма была минусовая, может быть, вам бы не повезло. Но, может быть, дядя Сережа был святой человек, кто знает. Не, он очень крутой мужик. Он рассказывал просто свою историю, он вообще... У него хорошая карма, потому что он людям просто так помогает по жизни. Ну вот видишь, да, я считаю, это никогда просто так не проходит. Ну, Да, поэтому, ну и слава конечно, богу. лучше не испытывать такие вещи, да. Но, да, интересно. М. Хорошо. Так, что еще тебе сказать? У нас еще есть немного времени. Давай. И один вопрос, Мгм. который я еще хочу задать, и, наверное, на этом можно будет и закончить. Мгм. Обратный вопрос. Не про русских, а про нерусских. Мгм. Но я думаю, что большая часть аудитории, как на твоем, так и на моем канале, это люди из западных стран. Скорее всего, это только люди из западных стран, прежде всего. Поэтому будем спрашивать про страны американского континента и про страны Европы. Буду спрашивать про это. Что тебе не нравится в этих людях? Ну вот видишь, легко ругать своих, а теперь нужно ругать тех, кто нам, так сказать, хлеб обеспечивает. Ага, ага. Ну, это хороший вопрос. Нет, действительно, я отвечу на него. Я, в принципе, видишь, думал, что, может быть, на какие-то вопросы побоюсь отвечать. Думаю, вдруг там будет что-то страшное. Да я думаю, что... ну, если так говорить, опять же, не знаю, сложно ли сначала вот... Потому что западные люди — это разные люди, да? То есть я знаю, что, конечно, для многих русских и немец, и француз, и американец — это вот одно и то же, но все-таки это очень разные люди, поэтому сложно их всех объединять. Конечно. Но, скажем, если что их объединяет в такую нерусскость, да, которая, возможно, могла быть негативной, ну, я думаю, что это такое ощущение правоты, что они за правое дело. Опять же, я, наверное, если можно брать людей в частности, но тоже можно брать как общегосударственные позиции, что я думаю, что до сих пор считается в мире, что западные страны — это, так сказать, сила добра, вот. А Россия, ну, я думаю, опять же, в общемировом понимании 90% времени это как бы, скажем, злодей, и там, может быть, 5% нейтральное и 5% хорошее. Да, и я не могу сказать, что Россия — это хорошая страна, но, опять же, видишь, очень часто вот в общем таком понимании, что они хорошие, да, это как бы, наверное, такой этноцентризм, да, особенно у американцев, я думаю. Я думаю, что европейцев немного этого поменьше, опять же, мы, смотря про кого говорим, вот, но часто у американцев есть ощущение, что они, так сказать, самая лучшая нация, вот, и остальные, как бы, безусловно, это первая экономика мира, как бы тут вопросов нет,
Да, это просто факты. Но имеют ли они моральное превосходство в связи с этим? Как бы я не считаю. Вот. Я тоже так не Вот. считаю. И я думаю, что многие наши русские люди, к сожалению, до сих пор еще не понимают этого. И поэтому очень часто... Ну, например, я знаю много людей, кто хочет из России уехать в США. Блин, у меня много студентов из США. Я люблю смотреть американские фильмы, хоть и иногда устаю от них, потому что хочется чего-то другого. И, в принципе, мне многие вещи нравятся в американской культуре, но я бы никогда не стал жить там. Понимаешь? Ни в Канаде, ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции. Даже в Германии, ты знаешь, немцы, они очень сильно отличаются от русских, но с какой-то стороны они к нам ближе почти из всех, и вот из неславян, из западных, скажем, да, немцы и американцы. Вот французы, англичане, испанцы, я считаю, как-то... Опять же, мы не говорим про латиноамериканцев, это чуть-чуть другая. Но вот именно про испанцев континентальных, да. То есть я считаю, что у них какое-то чуть-чуть другое видение, а американцы и русские очень во многом похожи, потому что мы две таких большие... Я это для себя... Сверхдержавы, да, мы number one. Вот. Ну, это не только в этом, да, но в целом, да, то, что, допустим, многие американцы ездят за границу и типа, а что вы английский не знаете, да? И казалось бы, как бы аргумент довольно, ну, в смысле, вопрос довольно хороший, потому что, как бы, особенно в туристических местах, как бы, нужно было бы знать английский, хотя, опять же, никто никому ничего не должен. Но когда русские ездят за границу, какой-нибудь там, не знаю, Вьетнам, Таиланд, и тоже жалуются, что здесь не говорят по-русски, то я, конечно, думаю, да, неплохо, ребята, вы... Ваши чувства, да. Потому что, ну, как бы, английский можно понять, по крайней мере, ну, так сложилось, что это лингва франка, да, мировой язык, то есть на котором все говорят. Но, да, ребята из России, конечно... Я помню, моя бабушка, это немножко не связано с тем, что мы сейчас говорим, просто смешная история. Моя бабушка... ездила с группой в советское время, я думаю, в 70-е, с ее завода. Она работала на заводе, была оператором металлургического станка или что-то типа того. Ну, работящие ребята были, они дедушка и бабушка. И они ездили в Северную Корею. Вот. Сейчас тоже можно, кстати. Да, я знаю, сейчас тоже ездят туда. Вот. И она ездила в Северную Корею. Не знаю, хорошо это или нет, что так у нас исторически повторяются моменты, но как бы вот такой факт. Время покажет. И она говорит... Да, время покажет. И моя бабушка говорила, что когда они были в Корее, что все им кланялись. Она говорит, куда бы они ни шли, все кланяются. И она говорила, так приятно. Но смешно, я всегда смеюсь, когда она сказала, что они, когда, ну, после поездки вернулись в Советский Союз, и она первую вещь, которую заметила, она говорит... Ну, не уверен, что именно такие слова были, но что-то похожее она сказала. А чё это нихуя никто не кланяется? Понимаешь, ну вот... Это вот, да, это такое чувство, что когда ты куда-то приехал, тебе, ну, что-то дают хорошее, да, и ты как бы это очень быстро воспринимаешь за должное. И очень многих русских, я думаю, и у американцев, возможно, похожее есть. Вот, и, наверное, этого... Наверное, да, я считаю, это как бы то, что мне не нравится. Вот. Но, знаешь, что мне... Может, все-таки надо сказать то, что нравится тоже, да, чтобы совсем уж не обижать людей. Да, стоит. Вот. Наверное, это все равно такая оптимизм. Иногда глупый, иногда беспочвенный, но все равно оптимизм. Я считаю, что любой идиот-оптимист переживет всех пессимистов. Понимаешь? Я думаю, что в России мы пессимисты, но мы такие живучие пессимисты, как бы мы прям вот будем умирать, говорить, что все плохо, но все равно будем цепляться за жизнь. Да, хотя мы могли бы жить чуть-чуть счастливее, если бы надеялись на лучшее, понимаешь? Но вот у очень многих европейцев, американцев это вот эта вера в хорошее, на самом деле, ну, по крайней мере, из моей личной практики, мне кажется, это все равно
как бы ты можешь быть действительно оптимистом, не реалистом, да, но ты все равно можешь прожить лучшую жизнь, когда ты все равно веришь в хорошее, веришь в доброе и доверяешь людям. То есть я все-таки считаю, что люди тебя, безусловно, могут обманывать, люди могут делать плохие вещи, но это на их совести. Вот. Поэтому, я думаю, наша русская, вот то, что тебя все наебут, вот, отношение, да, такое, что тебя все обманут, конечно, тебя это может спасти от многих ситуаций. Я думаю, что нужно быть чуть более опасливым, но я думаю, что мы переусердствуем с этим. И иногда нужно просто вот верить в людей, верить в хорошее. Безусловно, тебя обманут раз или два. Ну, по крайней мере, ты будешь знать, что с этими людьми ты не будешь больше иметь дело. Я не говорю про путешествия в страны, где там обманывают по ценам. Это другой вопрос. Я говорю про обычные, так сказать, ежедневные вещи, да, или на работе, еще где-то. Все-таки считаю, что нужно людям доверять. И я считаю, что, опять же, в целом, мы не говорим про каких-то конкретных людей. Я думаю, что в западном мире это больше воспринимается. То есть кредит доверия дают чаще. Вот. А в России у нас кредит доверия очень маленький. И люди, так как друг другу не доверяют, боятся друг друга, то очень сложно что-то построить в таком обществе. Понимаешь? Тут такая ситуация амбивалентная, я бы сказал. Я сейчас параллельно все слушаю. Вот с одной стороны, я тебя очень хорошо понимаю. С другой стороны, мне кажется, что вот в русском обществе ты действительно можешь не доверять в каких-то материальных, рациональных вещах. Ну вот как, например, в Исландии ты можешь просто ехать по дороге. Ну и у нас на самом деле, но там это... У нас чуть по-другому. Там настолько свободно, что ты можешь ехать по дороге. Там какие-то фрукты стоят на дороге, которые продают люди, которые живут в доме каком-то. И ты прямо выходишь из машины, кладешь деньги, забираешь фрукты и едешь. У нас просто лежат фрукты, но деньги ты должен отдать человеку. И в этих моментах, да, доверия вообще почти никакого. То есть все как-то вот думают, что сейчас другой человек обязательно украдет что-то у меня и как-то использует мое. С другой стороны, мне кажется, в России есть очень-очень абсолютно непонятное, но большое человеческое какое-то духовное доверие. Типа ты видишь случайного человека и очень быстро начинаешь думать, что ты можешь рассказать ему все про свои проблемы, про свою семью, как-то и открыться ему вот именно честно, пригласить его домой, прийти к нему домой. И то есть как-то как будто очень быстро, мне кажется, в нашем обществе может стираться, не знаю, как это сказать. Как-то... Ну, дружба может быстрее налаживаться. Я не знаю, если ты говоришь именно про дружбу. Не знаю, просто... скорее про какую-то вот открытость. Вот сейчас русские люди как будто, если говорить про доверие, не про материальное доверие, русские люди как будто очень быстро могут снять маски социальные. Что сначала вы знакомитесь в каких-то масках, а потом вы их быстро снимаете. Ну, не уверен, это можно ли назвать доверием, но, безусловно, согласен с тем, что это очень классная вещь, которая у нас есть и которая не всегда имеется, опять же, в коллективном Западе, да, но, опять же, зависит от страны. Но мне кажется, что, опять же, если взять американцев, да, там люди абсолютно разные. Да, это правда. Техасцы, нью-йоркцы, калифорнийцы, все разные, и поэтому тоже трудно сказать, что вот они все вот такие. Но в России, да, это очень классная фича, которая действительно есть. Действительно есть. Особенно, если ты едешь в поезде. Но там чуть-чуть другой фактор играет. Там играет фактор, что
скорее всего, ты никогда больше не увидишь этого человека в твоей жизни, поэтому, в принципе, можно рассказать ему почти все, что угодно. Да. Вот. Особенно, если ты не будешь делиться своими контактами, да, то есть часто можно найти человека через социальные сети, все такое. Вот. Ну да, я думаю, что способность открыться для твоей... Это очень странно, как это работает, я не знаю. Потому что, с одной стороны, мы действительно закрытые люди во многом, но с другой стороны, мы можем сделать вот этот... Вот как будто у нас какое-то внутренняя, не знаю, кнопка выключатель-включатель. Как он работает, я до конца не понимаю. В какой момент он вот поворачивается. Потому что я думаю, что у, скажем, опять же, среднего американца он как будто посередине. То есть никогда полностью не закрыт, никогда полностью не открыт. А у нас вот так чик, потом чик, и все, открылось и пошло. Как? Я не знаю. Да, ну это крутая штука, да. Это крутая наша черта народа. Вот. Такие дела. Такие дела. Такие пироги. Мне нравится эту фразу на иностранные языки переводить и использовать. Такие пироги. Ты знаешь, у них на самом деле есть похожая фраза, не совсем про пироги. Это, по-моему, была первый раз я услышал эту фразу в фильме «Брюс Всемогущий» с этим Джимом Керри, но по-английски в оригинале звучало типа как «That's how the cookie crumbles». Вот. Типа как печенька хрустит. А у нас типа вот такие пироги. Не знаю, кто придумал эту фразу, да, ну, прикольная фраза, да. Фраза хорошая. Вот. Да, слушай, ну, нам нужно заканчивать официально, или ты Нужно, просто... да. Нужно. Ну, давай. В смысле, заканчивать Не, да, типа, какой-то, что-то говорить, типа, то, что, речью? типа, вот, да, или это просто... Да не, слушай, я не знаю, что сказать. Ты сказал же, что будет много видео, поэтому непонятно, когда, да что. я вот Я думаю, думаю. сам скажешь, Я если вот что, может думаю, быть. как правильно. Это просто на 2 часа почти получилось, ну, с вырезками там 1,5 будет. Может Я быть, думаю, на 3 видео можно вот разделить. можно Я, попробовать допустим, 3 видео, да, просто по 30 по минут. полчаса. Мгм. Сказать я тебе что хочу, я хочу сказать тебе только спасибо, что поговорил со мной. Вот. И чего? Удачи тебе. Удачи тебе, всяческих благ и с Новым годом. Спасибо, тебе того же. И я могу сказать, что для меня всегда удовольствие поговорить с кем-то, особенно с кем-то, кто прожил многие моменты жизни в похожих условиях, или мы можем понимать друг друга. Это очень, очень многого стоит. Ты знаешь, Да. я думаю, что чем взрослее я становлюсь, чем больше я живу вот за границей, тем больше мне не хватает вот таких разговоров. Безусловно, у меня есть мои лучшие друзья, как бы они все еще мои друзья, мы хорошо с ними общаемся. Не часто, но общаемся, вот. Но вот с кем-то, когда ты знакомишься с новым человеком, как правило, очень трудно найти вот эту открытость доверия, в которой можно обсудить такие вещи, потому что, возможно, ты чувствуешь, что люди тебя просто не поймут, понимаешь? И поэтому тебе даже как-то не хочется так сильно открываться. Вот. А когда ты говоришь с кем-то из нашего поколения, из нашей среды, И не опять же, из это Москвы. может быть... И не из Москвы, да. Вот, да, тебя люди могут понять, и это круто. Да, это очень круто, потому что, не знаю, я думаю, что мы как, опять же, вот тебе говорил, что мы все одиноки, да, но вот именно такие моменты, скажем, чуть-чуть Сглаживают боль, да. Мгм. Так и есть, так и есть. Вот. Ну все. Что сегодня делать будешь? Что сейчас пойдешь делать? Сейчас у нас с женой, я думаю, что мы, скорее всего, будем смотреть «Симпсонов». Мы, решили пересмотреть полностью, ну, не с самого первого сезона, но, по-моему, с 4-го или с 5-го. Сейчас на 6-м сезоне. Медленно смотрим, но крутой сериал. Что могу сказать? На каком языке смотрите?
На английском. Потому что моя жена, она только изучает русский. Я как бы, конечно, в теории могли бы смотреть на вьетнамском, но просто мы оба хорошо понимаем английский, и нам проще. В оригинале тем более это, знаешь. Ну да, да. Всегда стараюсь смотреть в оригинале вещи. Вот. Да, а ты? А я вот покушать хочу. Я не ел сегодня еще ничего. У меня уже 4 часа. Так поздно лег спать сегодня, вчера или... Да, я всегда поздно ложусь спать. М. Но сейчас я пойду говорить с каким-то человеком из Уругвая на испанском языке. Он Ты изучаешь испанский, и это типа ваш твой просто exchange или... Да, мой просто speaking Партнёр. practice. М. Вот. Хорошо, удачи. Да, все, Вот. короче, Серега, это сейчас, это типа мы официально попрощаемся, потом 5 секунд еще, ну, нормально, по жизни попрощаемся. Хорошо. Давай, спасибо тебе, что поговорил со мной, и дай бог увидимся с тобой в другой раз. Дай бог. Давай. Все, до скорого. Счастливо. Пока-пока.